Я думал, меня все кинули. Оказывается, я просто слишком рано подъехал. Привет. Это велосипед человека, за которым мы целый час мерзли на улице, минус 20. Замерзла камера, замерзла вся еда, все замерзло. А он уехал вообще, блин, не в ту сторону. И орет: вы подставили меня, вас тут нет, изверги. А мы тут мерзнем, блин. Вон там стояли и мерзли целый час. Я их еще Вообще, материв друг друга. А леди, что с нас взять? Короче, хаваем. А, ты на видео снял? Да. Ты это тоже снял? Я никогда такую штуку еще не ел. Сейчас согреешься. Или замерзнешь окончательно и сдохнешь. Тоже вариант. У меня супруга эти такие любит. Я как нормально. Эти потом добавляются. Давай я подержу что-нибудь. Чуть-чуть надо поморозить. Достань у меня из сумки этот пока. Термос. Какая-то жижа, похожая на нефть. Ты что похоже? На нефть. Фи. Или на мазут. Тоже. Только на язык не пробуй. Остро, да? Да. Может, и зря это все вытащил. Да не, нормально. А вот это сыр ты добавляешь. А, правда, ты его не почувствуешь, ну ладно. Будет просто все жечь, да? Ну, ты мог, в принципе, также это поесть просто красного перца, да? Ну, практически. Теперь, ну, Термос там. так, это только сюда. Так дай сюда. А я сейчас пойду выкину, там есть время. Короче, мы сегодня открываем новый тренд. Вместо кофе райт, рамен райт. Или рамен. Или как это называют. Короче, райт. На улице, если что, минус 20. А нам не холодно. Надо размешать или нет? Нет, закрывай, чтобы запаривалось и все. Он что-то пахнет прикольно. Ага, пахнет вкусно. Что у меня аппетит сразу как-то. Нет, она вообще, по идее, вкусная. Я, кстати, Дома, когда плюс 25, а не минус 20. Так, это видите? перед телевизором или перед монитором, да? Вилка бар. Закрывай. То есть такие пришли кусок льда. Да, это... Я не знаю, как закрыть. Короче, просто подержу я. Давай телефон положи. Заодно я согрею руки. Друг сказал, что это очень вкусная еда. Это очень перцовая еда, блин. Мне кажется, вместо перцовки можно сыпануть, и овраг ослепнет. И стоит дешевле, чем перцовка. Ну, рамен райт открыт. В следующий раз я буду есть вместо этого просто роллтон. Райт рамен, да? Снимай это. Мы рамен райт больше не будем делать, будем делать фиш райт. Потому что честно, рамен райт убивает. Рот не закрывает, надо снег поесть. Вот эта тема, вот это наша русская, наша любимая. Сейчас мы чай попьем, который пенится. О, я сейчас вам буду завидеть, потому что у вас рецепторы не сожглись, и вы нормальный вкус этой рыбки почувствуете. Смотри, какая. Ням. Это сегодня привезли север Оман. Бери. Бери, Наташа. Как она пахнет? Это, короче,
Не магазинская, а домашняя. Ее отобрали и сами потопчили. У кого отобрали? Ну, там мешок покупаешь, рыбки этой, выбираешь сам и коптишь. Отдаешь под заказ, тебе коптят. Вот такая прелесть. Как она вкусная. Все, и быстренько наливаем холодный чай и пьем холодный чай с этим делом. Просто выехали покататься. Дети, которым немножко за 30. В общем, сегодняшняя встреча подходит к завершению. Вот, велик уже переобут на розовые покрышки. Эту обмотку нужно будет снять долой, поставить розовую. Так как надо было срочно выезжать, я не доделал все работы с цепью, поэтому придется снова взять цепь, снова все чистить. Уже от замерзшего парафина, который сейчас при конденсате растечется весь. Вот. Рамен зло, копченая рыба добро. Очень холодно, с учетом ветра сейчас минус 20. Я люто замерз. Пальцы окоченели. В момент, когда без подсветки резал рыбу, умудрился порезать палец. Сейчас бежит кровь, не останавливается. Домой приеду, залатаю палец, замажу его йодом или зеленкой, чтобы зажила рана. А то что кровь идет, не останавливается, зараза. Ну, я его прям проткнул, не порезал, а проткнул острым, получается, кончиком ножа. Очень холодно. Рыбу мы поели. Вот теперь замерзшие, но довольные возвращаемся в центр домой. А еще Лис привез с собой то, что мы очень-очень ждали с котом. Он привез самое вкусное, что можно было привезти из Сочи, когда он был в отпуске. Это чурчхела. Короче, день клевый, вкусно поели. Потом будет время, с котом встретимся, поделюсь с ней чурчхелой и съедим ее. На улице очень холодно, камера у меня сразу же замерзла. Телефон сейчас тоже скоро сдохнет. АКБ замерзает. Пистолеты тоже замерзли, руки замерзли, все замерзло. Очень холодно. Надюшкина? Ой, зря я близнул губы, начало печь. Я сейчас приеду домой и с Пемолюксом и Фейри отмою свои губы от этого рамена. Злая штука. Шиповки. Здесь айспайкеры. У тебя айспайкеры же, да, стоят? По-моему, у Наташи стоят айспайкеры, а у Лисы стоят швальбы. В стоке стояла двухрядка, но он докупил шипы, вкрутил их. Теперь у него четырехрядка. А, рука замерзла. Жопа. Просто невыносимо, рука уже просто околела. Флисовые перчатки надо выкинуть к чертовой матери, в минус 20 в них делать просто нечего. Но я не думал, что сегодня так резко до минус 20 опустится. Я думал, будет минус 15. А тут ветрище сильный. И руки у меня задубели. Очень холодно сегодня. Все, шутки кончились. Началась лютая зима. Холода. И настоящие морозы. Ну и начинается наше, в кавычках, веселое выживание в этих суровых климатических условиях. Вплоть до марта месяца. Только в апреле будет тепло. Ай-яй-яй, руки уже не чувствую. Все, выключаю. Братва, я вас, оказывается, обманул чуть-чуть. Я не ножом проткнул руку и кровь сочилась. А у меня рука замерзла, кожа вся, короче, замерзла. И то, что она замерзлась, она у меня, кожа сама лопнула и начала сочиться вот в этом месте и здесь где-то. Поэтому весь в крови. Ну, это типичная проблема севера, что кожа лопается в этих местах и у тебя бежит кровь. Такая вот вещь.
короче, не видно. В следующий раз покажу, как она лопается, кровь. И тут сочится все в крови. Здесь, здесь. Еще часто вот здесь вот лопается, в этих местах вот кожа. И все в крови вот здесь. Кот, смотри, что мне передал лис. Это все нам с тобой. Одна розовая мне, одна розовая тебе. И эти желтенькую или коричневую выберешь сам. Такая вкуснотища из Сочи.